Махидевран попала в гарем Сулеймана в весьма юном возрасте. В то время он был губернатором Манисы. В настоящей жизни имя девушки было Мальхюруб. Когда же она попала в гарем к Сулейману, который был тогда еще Шахзаде, она приняла ислам, и ей дали имя Махидевран, которое означало «луна удачи». Касательно ее происхождения историки расходятся во мнении, как и в случае с Хюррем. Насчет происхождения Хюррем ходят самые различные версии. По ним она имела либо албанские или крымские корни. Но большинство считает, что Хюррем, которую звали ранее Александра, имеет славянские корни. В случае с Махидевран правдивых сведений еще меньше. Самой распространенной версией считается, что Махидевран была родственницей крымского хана Мани-Гирея. И именно поэтому мать султана всячески поддерживала девушку, ведь по некоторым сведениям Хавса, мать султана также была родом из Крыма. Существует версия и о том, что Махидевран была черкешенкой. Девушка была необычно красива, изящна и с прекрасными темными глазами. Как и все женщины в гареме, она получала денежное довольствие в размере 4 акче в день. Это было меньше, чем получали другие наложницы будущего султана. Как это ни странно, но об отношениях Сулеймана и Махидевран практически нет никаких упоминаний в истории Османской империи. Впрочем, так можно сказать и обо всех других женщин султанского гарема. Информация могла появляться только если наложница рожала повелителю ребенка. Любая женщина гарема мечтала подарить падишаху наследника, ведь тогда ее жизнь становилась лучше. Если женщина ответственно подходила к воспитанию ребенка, это всегда поощрялось. Хотя и было непросто, отпустить от себя султана всегда был выход. Всю свою любовь и внимание можно было отдать сыну или дочери. Если подумать, Махидевран очень повезло оказаться в гареме султана и родить ему сына. В гареме с ней уважительно обращались, и она жила в роскоши, а на своей родине ее могли отдать за какого-нибудь жестокого человека, с которым ей пришлось бы прожить всю свою жизнь. В таком случае ей пришлось бы много работать, жить в бедности и, скорее всего, рано умереть. Но Луне удачи повезло. Она дожила до 80 лет, хотя и непроста была эта жизнь. В соответствии с традициями ислама, все, что происходило в гареме, не должно было стать достоянием общественности, и только кое-какие финансовые документы могли предоставить информацию о Махидевран и ее положении в гареме. Согласно таким документам, все девушки-рабыни получали жалование, хотя удивительно, в сравнении с другими профессиями в Стамбуле наложницам платили очень мало. Их пособие на несколько монет превышало размер выплат, которые выплачивались на содержание раба или сирот. Затем родился Мустафа, а вскоре Сулейман взошел на престол и переехал со своим гаремом в Стамбул. Сын Махидевран не был старшим сыном. У Сулеймана было еще 2 сыновей от других женщин. Но когда они оба скончались от оспы, Мустафа стал единственным наследником Сулеймана, а Махидевран получила титул Баш-Кадын, то есть главной жены. Баш-Кадын по своей значимости и влиянию в гареме была следующей женой после Валиде. Живя в гареме, Махидевран практически ни с кем не общалась. Информация о близкой дружбе с другими наложницами также нет. Ведь каждая невольница мечтала обратить на себя внимание султана. Из-за этого между ними постоянно возникали конфликты. Мать султана пыталась всячески этому воспрепятствовать, однако в случае с Хюррем она оказалась бессильна. Новая фаворитка нарушила многие традиции, существующие у османов, в том числе родила султану 6 детей. Махидевран же строго следовала традиции османов о рождении одного сына от одной женщины. Близкие отношения с султаном после рождения наследника прекращались, поэтому Мустафа стал главной целью в ее жизни.
После рождения сына женщина должна была заниматься воспитанием ребенка, а султан переключался на других женщин своего гарема. Но Махидевран это было неприятно. Она очень любила султана и ревновала к прекрасным невольницам, которых в гареме было 17 человек. Постоянная борьба и соперничество за любовь султана сильно отразились на ее характере. Она стала печальна и задумчива, часто плакала. А когда в гареме появилась Хюррем, все стало еще хуже. Новая наложница особой красотой не отличалась, но имела живой и веселый характер и милую улыбку. И Сулейман стал больше времени проводить с Хюррем, чем ввергал в еще большее уныние Махидевран, ведь она не хотела делить его ни с кем. Когда Хюррем родила падишаху 6 детей, Махидевран не выдержала. Она поняла, что потеряла любовь своего султана, хотя Сулейман и старался уделить равное внимание обоим женщинам. Баш-Кадын устроила драку в гареме, избив соперницу. После такого скандала султан принял решение отдалить от себя Махидевран. Но чтобы еще больше не раздувать этот конфликт, он направил старшего сына Мустафу на обучение в Манису. И Махидевран уехала с ним. А вскоре после этого она потеряла свой титул Баш-Кадын, так как Сулейман официально женился на Хюррем. В Манисе у Мустафы был свой гарем, которым распоряжалась Махидевран. По размеру он уступал гарему султана, но также был изыскан и красив. Задача у бывшей Баш-Кадын султана была обеспечить спокойную жизнь в гареме без ссор и склок. Переехав в Манису, Махидевран смогла отвлечься от своих проблем. В этом городе были свои сады, множество мест для прогулок и любования природой. Необычно теплое лето уравновешивалось ближайшей горнистной местностью. Климат там был более прохладным, и Шихзаде со своими близкими мог наслаждаться местными видами и красотами гор. Специально для таких поездок на горе был построен летний дворец, чтобы с удобством можно было отдохнуть от жаркого и душного города. После переезда в Манису Махидевран очень боялась за своего сына, ведь Мустафа был одним из наследников престола. Остальные сыновья были рождены Хюррем. Всю свою жизнь она старалась оградить его от всех козней и интриг фаворитки султана, и как могла помогала ему завоевать любовь и уважение своего народа, что и стало в дальнейшем причиной гибели Мустафы.